Всем привет, с вами Миша Выплюшка, это канал бывшего осужденного. Сегодня расскажу вам о том, как возят зэков на зону, как вот по этапу. Что такое этап вообще? Это продолжение биографии. Кто смотрит, вот посмотрите плейлист. Закончилась последняя серия биографии на том, как мы поймали крысу в камере, вот, и что с ним там случилось. И после этого, в принципе, больше ничего не происходило. Потом я просто ждал своего этапа. Вот. Там происходили моменты еще по поводу игры. Помните, я вам говорил, что там типа вот карточные игры, там, то есть, да, там она не особо большая, эта ситуация. Я ее как-нибудь опишу в отдельном видео про карточные игры. Если вы хотите, чтобы я рассказал про карточные игры, как там, зачем и почему арестанты играют между собой в карты, по каким правилам, и что там можно, что нельзя, за что можно там въебал дать, за что можно там, нажиться как-то, да, как там играют и вообще там по каким правилам, в какие игры. Пишите в комментариях обязательно. Лайк, подписка перед просмотром обязательно. А мы начинаем. Кстати, если хочешь знать по этой теме больше, смотри видео по ссылке в описании, как попасть в мой закрытый телеграм-канал, там много чего интересного, что я здесь не могу сказать на ютубе. Итак. Прошел, наверное, месяц после того, приблизительно где-то, после того, как вот мы, последние события, как мы поймали крысу. Вот, и потом я просто сидел, ждал того, как меня повезут уже на зону. Если кто не знает, чем отличается тюрьма от зоны, у меня есть видео об этом. Ну и все, как бы меня заказали. Я уже знал, как бы, что вот, со дня на день я поеду на этап. В зону. Естественно, я не знаю, куда. Зэки не знают, куда их везут. Как москвичи. Москвичей везут вообще по всей России. В Москве нет лагерей. Ближайший лагерь, это, не знаю, сейчас он есть или нет, Калычево, он в Коломне. Вот. Все туда зэки московские не поместятся, их очень много. Поэтому везут как бы по всей стране. Могут отвезти в Рязань. А могут отвезти и в Иркутск даже. Реально самолетом этапировать. Бывало и такое. Вот, и как бы заказали меня, все, я спускаюсь, собираю вещи, там, меня выводят там, через час или два. Вот, и меня заводят на сборку, это такая тоже вот камера, такая без удобств, там, пару лавочек и там туалет. Вот, там. И там еще один чел сидит, ему тоже ехать. Он, кстати, петух был. Вот. Как бы, знаете, болтать все равно как бы это не мешает. Что там, время как надо скоротать, какая статья, какие дела, там, что, сколько дали. Он там, 228, 5 лет. Вот. И дальше нас заводят шмонать. Перед тем, как сажать, короче, в общем, за нами приезжает конвой, который повезет нас на вокзал. Нас начинают шмонать. И я вижу, что вот лежат наши карточки, личные дела, и на них пайки. Вот, то есть ты когда едешь, тебе выдают сухпайок такой. То есть один сухпайок приблизительно типа там на день. И у кого-то один стоит сухпайок на его карточке, а у кого-то 3. Я не увидел на чьей. В общем, и если у кого-то, чем больше пайков, тем дальше ты едешь. Я захожу, рассказываю, этот, короче, обижен, он был первоход. Я ему говорю, кому-то там ехать. Он говорит, 100 пудов, у меня срок больше, мне дали 3 года 9 месяцев, у него там 5 или, по-моему, даже 7 было, или 8. Но как оказалось, нет. Мне сказали, забирайте пайки. Я думаю, все, сейчас какая-нибудь республика Коми, Воркута, что-нибудь такое. Короче, дальше. Нас забирает конвой и едет по другим тоже тюрьмам Москвы. Собирает таких же зэков, кого уже пора везти. Вот, и везут, короче, нас на вокзал они. На вокзал это происходит либо рано утром, в часов 6, либо ночью вообще. Вот, нам повезло, то есть, как вот в плане того, что нас с вагона, с автозака сразу в вагон, то есть подъехали вот вплотную к вагону. И вот так вот мы выбегали. Не было такого, что там нам надо было, я помню, когда вот в Рязани сидел, нас привезли, у них, видимо, нет возможности технической подъехать прямо вот к вагону. Нас привезли, мы там, короче, вот все там под конвоем, под собаками сидели. А там перемещение, знаете, какое? Выбежал, пробежал там 10 метров, все, руки за голову, на корточке сидишь. На корточках иногда можно было просидеть там минут по 30. Некоторые, кстати, спрашивают, что за мода типа такая у зэков, сидеть на картах.
это не мода, знаете, зэк просто может больше просидеть на картах, чем обычный человек, потому что не всегда в этих местах лишения свободы есть даже просто на чем посидеть. Поэтому вот зэки достаточно часто сидят на корточках. Вот. И прям вот, ну, я помню, что, блин, еще первый вот мой самый этап, и прям так тяжело, ноги так болели. Ну ладно, хрен с ним. Тут нас сразу в вагон. И вагон, знаете, он что из себя представляет? Он снаружи, ну, вроде как выглядит как обычный вагон. Я слышал даже, что он типа выглядит как почтовый. Вот, чтобы не привлекать внимание. Кстати, сегодня вот с нами чаек из кружечки, который мне подарил Станислав Андреевич. Здоровья вам и вашим близким. Берегите себя. Вот, и в общем, нас загрузили, там закинули. Дальше. Ну, в принципе, что рассказывать? Дело в том, что Столыпин – это не обычный вагон. Это вагон такой с не то что минимальными удобствами, это вагон с максимальными неудобствами. То есть там для конвоя как бы все нормально, это обычный вагон, но для остальных как бы он переделан в такие, знаете, купе, ну как бы для зэков он переделан, ну, зэк-места вот эти. То есть купешка размером с обычное купе, там, не знаю, СВ. Но из себя она представляет вот что. Нары в 3 яруса. И на втором ярусе еще захлопывается. Получается, где-то, ну как объяснить. В общем, 2 шконки, да? Деревянные эти, не матрасы, ничего, естественно, нет. Вот, просто деревянные нары. Вот. И на втором ярусе еще где-то, ну, не до половины, до 2/3 такие же нары откидываются. То есть, чтобы еще было как бы, ну, больше туда помещалось народу. Нас, я помню, самый большой туда запихивали. Сейчас скажу. На Псков я ехал. 15 человек. Это просто жопа, ребят. Это вот самое тяжелое испытание вот во всем этом, во всей этой вот тюремной канители, вот там отбывании срока и так далее. Кстати, вот, ну, никому не советую. Наоборот, вот этими видео вам хочу показать, что тюрьма и зоны и вообще вот эти все мероприятия, это просто жопа и нечего там делать, ребят. В общем, реально это вот, ну, тяжело, потому что постоянно, во-первых, это вот этап твой, поездка, он длится, знаете, вот мы ехали на Псков, он получается от Москвы сколько, 600 или 700 километров, мы ехали почти неделю. То есть нас в одном месте прицепят, где-то отцепят, там к другому поезду прицепят. И вот там такое, там ложишься спать, едешь в одну сторону, просыпаешься, засыпаешь уже в другую, едешь в сторону. Вот, то есть выводят в туалет 2 раза в сутки. Вот. Если ты хочешь там пописать, все берут в основном с собой бутылку 2-литровую. И представьте, вот в этой огромной. Я не знаю, я вот так не мог. Я в основном старался просто ничего не пить и не есть на этих этапах. Но когда неделю едешь, естественно, минимальное какое-то количество еды и воды ты принимаешь. Вот. Дают вот эти сухпайки, там кипяток дают 2 раза в день. Все остальное время вы сидите там, курите, как хрен знает кто, там просто нечем вообще дышать. Вот. Ну и там вот эти вот базары, вокзалы, там туда-сюда, все, ты просто, ну тебе просто надо вот это вот вытерпеть, а вытерпеть это вообще, ну, нереально просто. Вот если 15 человек в это купе забивается, чисто теоретически там может поместиться, ну, смотрите, внизу 1, 2, 3, 4 человека на одной шконке, здесь 4, 8. На верхних ярусах, понятно, там по одному человеку, кому повезло, те залезли на самый верхний ярус, на 3, и они всю дорогу лежат просто. Но и, правда, им иногда надо ходить тоже в туалет. Вот, то есть, получается, вы там меняетесь. То есть, ты захотел поспать, ты там раз залез, там кто-то с 3-го яруса слез, ты говоришь, я пойду посплю там на 3-й ярус, потому что, ну, там больше никак, потому что ты вот спишь прямо вот под потолком. На 2-м ярусе там тоже помещается сколько? Ну, человек 6, наверное. Вот. Ну, вот так вот и получается. И, короче, забивают по полной, просто трэш. Кстати, там еще, может быть, в соседней камере женщины, например, зэчки могут ехать. Начинают с ними там что-то общаться, зэки. Ну, как-то надо скоротать просто вот этот вот период времени. Ужасный, отвратительный, блядь, просто вспоминаешь, это просто такой трешак. Вот приспичит тебе в туалет. И ты не можешь, я иногда терпел, помню, часов по 6 просто вот, ну, поссать. Ну, я вот не могу, потом, понимаете, вот взять и вот как-то вот там всем сказать, типа, отвернитесь, я пассу.
Нет, там все такие, ну, просто если хочешь ссать, берешь и ссышь, там все как бы... Ну, я иногда, ну, не всегда могу сходить в туалет, если, допустим, со мной просто рядом человек стоит, да, допустим, там, пошел за гаражи, там, а рядом с тобой там твой товарищ встал, если он близко к тебе, допустим, встал, я не знаю, я себя некомфортно чувствую, мне нужно вот это личное пространство, это как вот, ну... А там прям, представляете, вот там сидит с тобой еще там 7 человек, и ты там вываливаешь балду, начинаешь ссать в бутылку, что-то промазываешь, короче. Там уже забивают вот эти хер на все эти моменты, что ты там типа руки не помыл после туалета или еще что-то, потому что ну негде, ты ему туалета нет, вот. В общем, вот так вот едете, я помню, вот самый... Ну, до Архангельска я ехал нормально, 22 часа, нас не сильно туда забили, много народу. Вот до Пскова, когда я ехал неделю, блядь, это что-то с чем-то. Там, во-первых, очень жарко было в вагоне, вот лето было жаркое. Во-вторых, из-за того, что нас вот так вот долго везли, нас постоянно на каких-то станциях оставляли. Вот, то есть мы там стояли по 2, по 3, по 5 часов на станции, ждали какой-то поезд. Вот. И в это время... Когда мы стоим, поезд, этот вагон, этот Столыпинский стоит и ждет там какого-нибудь попутного поезда, окна закрываются. Все, ну, когда как бы мы едем, конвой открывает окна, есть чем дышать, все, ветер дует, как бы все, кайф. Но когда мы стоим на станции, а стояли мы много раз и долго, ну каждый день там минимум по 2, по 3 часа, иногда по 5, все. Там нечем дышать просто. Там вот, представьте, там 17, там вот эти вот 15 человек, там и потом уже обливаешься, там реально, ну, можно сдохнуть. И, ну, слава богу, я как бы не сдох. Вот. Ну, и никому, кстати, плохо не стало. И даже если бы стало вообще там похую, даже дверь открыта. То есть, если бы там с кем-то что-то случилось, кому-то вдруг там похеровило, никто бы не стал останавливать, медиков там нету, это точно, никаких. Никто бы не стал останавливать, там, везти кого-то в больничку. Нет, просто бы привезли, и все. Как бы, ну, вот, доедешь, значит, доедешь, не доедешь. Но, слава богу, при мне такой практики не было, чтобы кто-то не доезжал. Ну, и сам я, как видите, тоже везде доезжал. Вот, видимо, Господь хранит меня, не знаю уж для чего. Может быть, реально для того, чтобы как бы я вот вам передавал этот весь свой опыт, чтобы кто-то, может быть, лишний раз задумался, блин, действительно там такая жесть, что лишний раз, может, ну ее нафиг дома посидеть, ничего не делать такого плохого. Этап реальный, этап для меня это был просто вообще трэш. То есть я всегда знал, что как бы рано или поздно я на него поеду, когда уже я сижу в СИЗО. Вот. Но, короче, это... Всегда очень морально тяжело готовился. Но знаете, как там вот это все происходит? То есть ты просто принимаешь свою судьбу, ты никуда от этого не денешься. Ну, ты не можешь там сказать, я не поеду. Тебя там никто не спрашивает. И ты не выбираешь, куда ехать. Все, вызвали, заказали, что, не поедешь, что дубинками отхерачить, тебя все равно свяжут и закинут наручники. Вот, то есть все, такая канитель. Ну, вроде, думаю, надеюсь, объяснил вам, да, что из себя представляет Джерик. Сиди спокойно, не мешай папке рассказывать. Вот. В общем, поехал я в Архангельск, опять в этом прекрасном, в кавычках, вагоне. Вот, доехал, нас не сильно забили, много в купе, я не помню, сколько было. Ну, человек 7-8, это немного. В общем, приехал я, и дальше действия такие. Везут на местную тюрьму, местное СИЗО. Вот. Привезли на местное СИЗО. Я вот помню, зашел в камеру, такой, ну, там камера была сколько-то, не помню, человек, наверное, 8 в ней было где-то, приблизительно так. Вот. Меня туда посадили. Камера большая, человек на 20. Вот. Я зашел, ребята были и молодые, и старые, как бы поздоровался. Пообщался. У них, кстати, нет там красных хат, у них сидят все вместе, вот, из-за чего я потом вам расскажу дальше в биографии. Как бы, ну, из-за того, что там такой и город, и лагеря такие, короче, вот, ну, там к красным такое отношение. Ну, как бы практически нету никакого предвзятого отношения. Там лагеря такие, что там, знаете, там, забегая вперед, скажу, что там и блатные, и красные, короче, вообще в равных долях, и непонятно еще, кто из них кто. Потому что они постоянно вместе трутся, что-то делают, короче, такая фигня. Вот, но об этом всем потом.
Вот. И что первое, на что я обратил внимание, это, во-первых, огромные чайки. Город же там морской, там Белое море. Вот. Хоть это и север, там реально климат такой очень сырой. Я очень там долго, где-то полгода к нему привыкал. Сырой климат. Там, в общем, чайки. Вот эти чайки, или кто они там, чайки по крышам ходят, прям, там какое-то соседнее здание было возле нашего вот этого корпуса, в котором я находился. А так, что, в принципе, тюрьма как тюрьма. И вот единственный момент, я там потерялся немножко во времени, потому что я ложусь спать, смеркается. После этапа вроде как устал, лег спать, просыпаюсь, я понимаю, что я много проспал, но на улице все так же смеркается. И я такой, я говорю, сколько сейчас времени-то? Мне говорят, 4. И, я уже понимаю, что, я говорю, а что все, спят днем? Они говорят, сейчас 4 ночи. А там белые ночи, есть такая фигня. В мае, по-моему, в июне, а белые ночи. А на самом деле они нифига не белые, они серые. Они реально, вот такое, как будто смеркается. И вот я такой думаю, нифига себе, вот хоть белые ночи приехал посмотреть. Когда, конечно, я узнал, что, получается, мы ехали по вот этому направлению, Архангельскому. В Ярославле народ высадили, в Костроме народ высадили. И я говорю, а меня куда? Нас оставшись куда? В Архангельск. Я говорю, А ты, говорю, сколько, наверное, километров, там 500 от Москвы, да? Он говорит, да, 1200. Я, ёб твою мать. Думаю, 1200, охренеть. Да, вот так вот далеко отвезли. Могут и дальше отвезти, ребят, я уже говорю. Действительно, там пофигу москвичей. И питерских тоже привозят. Питерских было, конечно, меньше, чем москвичей, но питерских тоже возят. Не хватает в Питере на всех, зон. Тоже питерцев развозят тоже по всей России. Так вот, мелькают они там. В общем, мы друг друга там считали земляки. Питерские, московские, мы земляками были друг другу, две столицы. Такие дела, в общем, так вот я приехал, а потом сколько-то прошло, сейчас скажу. Тоже дня 3 или 4. Я, в общем, поехал в зону. В следующем ролике по биографии, наверное, расскажу про карантин, как я сидел в карантине. Если вам интересно, конечно, вы обязательно давайте обратную связь, предлагайте темы. Также не забывайте, что у меня есть другой канал, второй, Live. Там выходят другие ролики. Как всегда, переходите по ссылкам в описании, смотрите, открывайте описание, там увидите много чего интересного для себя. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать ролики и стримы. Давайте на этом сегодня все. Не занимайтесь фигней, ребята. Живите мирно, спокойно. Жизнь прекрасна. Я это понял не так давно. Прожив где-то, наверное, половину своей жизни, дай бог. Но лучше поздно, чем никогда. Слушайте меня, мотайте на ус и не занимайтесь никакой херней, никакой деятельностью, которая может привести к таким печальным последствиям и событиям, как те, которые были в моей жизни. А с вами был Миша Плюшка. Увидимся.